Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в этом видео я покажу вам, как мои орхидеи готовятся к цветению. В руках у меня прекрасная орхидея Леди Мармелад. И я всегда с нетерпением, с огромным нетерпением жду появления у нее цветоносов. Ну, примерно вот таких красивеньких, как у меня на футболочке. И вы знаете, она не всегда сговорчива и не всегда радует цветение. Но в этом году, ребята, Леди Мармелад выпустила цветоносик. Жорик вам передает привет. Видите, вот зелененький пиптик. И я прям сегодня с утра, обнаружив эту прекрасную новую поросль в виде цветоноса, прям у меня настроение улучшилось. Прибежал Жорик. Сейчас вам его покажу. Он с вами поздоровается. Жора. Вот он. Вот он, этот красивый пес, который завтра идет на стрижку. Все, я его отпускаю. Я его отпускаю, орхидею убираю, потому что Жорик тоже захотел узнать, что там за цветонос. Ребят, сейчас в этой локации я покажу вам орхидеи, которые у меня на цветоносах. Это сейчас самое волнительное время появления новых цветоносов. И в этой локации, вот с этой стороны, у меня стойка с орхидеями, которые не зависят от электричества. То есть орхидеи получают, как и Леди Мармелад, только дневной свет, без подсветки. Сейчас короткий день, мало солнечного света, но фаленопсисам этого достаточно. И они собираются нас радовать своими красивыми гроздями цветов. Но пока это вот самое-самое начало, самая-самая волнительная пора. И главное, аккуратно действовать, чтобы не сделать, не сломать. Я даже боюсь сейчас, честно вам скажу, что-то подвязывать, что-то формировать, что-то выпрямлять. Потому что цветоносов немного, они есть, но любое неловкое движение и нету цветоноса, такого долгожданного. Поэтому я решила вот в этой локации, пускай ампельно свисает, как в принципе и прошлые сезоны я особо там ничего не делала. Только когда уже было видно, что много бутонов, и видно было, что вот цветонос уже не выдерживает, я там уже принимала меры. Вот это моя стоечка с орхидеями. Их здесь не так уж и много, но есть что рассмотреть. Особенно мне хочется вам показать вот этот фаленопсис Лека Фантастик, который мы с вами разделяли. Рядом с ним стоит горшочек с его материнским растением, на котором ветка развивается. Мы разделяли эту орхидею. Верхушка растет здесь, в плагроне, и уже собирается, видите, в этом сезоне процвести. Вот корешки, ребята. Неплохо все идет в плагроне у верхушки. Видите, я подписала Лека Фантастик. Новые корни от шеи идут в плагрон. Вот мой эксперимент с плагроном на этом фаленопсисе очень даже удачный. Вижу растущий корень здесь, с той стороны. Здесь корень уходит в субстрат. Как я поливаю в плагроне орхидеи? Я наливаю на пальчик водички, добавляю удобрения. Сейчас это с повышенным содержанием калия и фосфора. И вот так постепенно плагрон поднимает воду вверх. Детка же продолжает расти вот так на старых корнях нижней части орхидеи. Ну, она, конечно же, пока ей рано цвести, но вот она продолжает развиваться. Видите, вот здесь был срез, осталось пару листиков, и вот такая деточка растет. В общем, очень рада я за этот вариант посадки и убеждаюсь, что в принципе орхидеи в этом варианте посадки очень неплохо развиваются. Посмотрим, конечно же, какое будет цветение. Предыдущий сезон именно это
орхидея цвела очень шикарно. Так, кто у меня здесь еще радовать собрался? Моя, по-моему, это арфа. Да, это арфа, она в коре. Смесь коры, мха и коко-чипсов. Вот новый цветонос. Все в корнях. Вот такой вот горшок-бусинка. Наливаю до тех пор, пока в блюдце не наберется водичка. И вот так оставляю. Она растет с удовольствием и собралась в этом сезоне цвести. В прошлом сезоне тоже были цветочки. Ой, вот эта моя реанимашка, она так и сидит в такой реанимационной посадке, восстановительной, так бы я сказала. Это биглип принцесса. Здесь керамзит, потом мох. Наливаю сюда с краешку водички на 2 пальца. Мох распределяет влагу. И вот, надеюсь на цветение в этом году. Видите, уже есть цветонос. Там дальше вижу биглип тоже на цветоносе. Мой проблемный биглип. Вообще, большинство биглипов у меня сначала очень тяжело адаптируются. Потом дела начинают идти получше. И вот еще один биглип, который мелодия, растит цветонос, но он чувствует себя не очень, потому что скинул за летом много листьев. Очень пышно цвел, и это сказалось на его листовой массе. Хотя он и получал подкормки, но знаете, как бывает. Орхидея истощена. У меня была мысль обрезать этот цветонос, чтобы не дать просвести, но зная характер поведения фаленопсисов, ты будешь обрезать цветонос, а он будет растить из новой пазухи новый. Поэтому решила его оставить в покое. Роза моя каменная, одна, которая из первых, выходит из реанимации вот с таким цветоносом. Растит корни, сидит вот в такой посадочке кора-мох, в закрытой системе, и растит вот такой новенький листик. Ну, все неплохо. А Жорка безобразничает. Жора, давай мама поругает, давай. Вылазь оттуда. Участвует в садоводческих мероприятиях. Да, завтра будешь красивый, надеюсь, после груминга. Девочки, это ужас. Барашка. Так, здесь продолжаем. Здесь у меня Сан-Франциско. Ну, это вообще моя любимая орхидея. Стандартная, большой такой цветок, ну он не такой прям как огромный, ну средних размеров, но она очень пышно цветущая. И в этом году, помимо нового цветоноса, она еще новое ответвление от старых растит. И все вот так это дело к свету, к окну. Я потом, когда она уже сформирует бутончики, я ее разверну на себя вот сюда немножко, чтобы когда уже откроются цветочки, сначала сформируются бутончики, потом они нарастут, потом откроются розовые обалденные цветы, и тогда я ее буду разворачивать. Наталья Ико. Наталья Ико вырастила такой красивый глянцевый лист в этом сезоне. И вот смотрите, старый цветонос я не обрезала. Очень надеюсь на эти ответвления. И вот пошли интересные процессы здесь на краешке цветоноса. Видите, цветонос прошлогодний, но он живой. Но я надеюсь, может быть, эти почечки пойдут в рост. И она умница такая, смотрите, новый цветонос растит. Хотя вот он такой короткий, и уже, мне кажется, начинает формироваться бутон. Ну, посмотрим. Молодец, Наталья Ико. Так, здесь у меня еще одна реанимация. Мой любимчик Пуаро. Слушайте, я думала, что я уже его потеряла. Честное слово, девчонки. Вот просто вот думала, все, как он пышно цвел. У меня есть фотографии. Сын держит этот большой, достаточно взрослый фаленопсис. То, что от него осталось после пышного цветения, это просто кошмар. Орхидеи как не в себя цветут и потом начинают умирать.
Есть такое. Может быть, потому что мы боимся их в этот период кормить. Нам вбили в голову, что орхидея цветет, нельзя подкармливать. А она тем временем, когда держит на себе огромное количество цветоносов и пышно цветет и нас радует, она истощается, начинает сбрасывать листья. А он у меня мало того, что посбрасывал листья, потом еще сбросил корни. И я, конечно же, сразу за плагрон. Это такой вид керамзита. И вот я пересадила его сюда. И вот видите, дела пошли лучше. Но я вам скажу, что в самом вазоне я корней пока не вижу. Но, возможно, они там есть. Но вот рост листьев после того, как сбросились корни, начался тоже. Но они вот такие, видите, маленькие. Потому что размер листа, он как бы соответствует размеру корневой. Понимаете, не может орхидея с маленьким количеством живых рабочих корней на себе содержать большое количество полноценных листьев. Поэтому вот так. И мы видим, что орхидея начинает растить листики, как будто бы с самого ювенильного возраста, такого, с юного. Видите? Но этот еще растущий лист. Какой он будет, я не знаю. В общем, вот так вот мы обновляемся. Это тоже биглип, но вот в керамзите, в плагроне, ему очень неплохо, вижу я. Хоть на него там особо не попадает. Ну, свет попадает. Он такой рассеянный от окна. Ему этого достаточно. Так, здесь на стоечке у меня есть только одна цветущая орхидея. Это вот один цветочек запоздалый. После летнего цветения это мой желтый шоколад. Но он продолжает цветонос. И я вам скажу, что будет ли он цвести в этом сезоне на новых цветоносах. Да, будет. Вот вижу новый цветонос под листиком. Его плохо видно, но вот обратите внимание, вот она, зеленая палочка. То есть цветение будет, растит новый листик, сидит в закрытой системе. Я их поливала на днях. После того, как нам включили отопление, я их всех пролила. Пока не было отопления, было прохладно, я здесь не поливала никого. Мой Joyride, моя старая, одна из первых орхидей, яркая, красивая, тоже доращивает старый цветонос. Так, нету нового цветоноса? Нет, она требует обновления, потому что она уже вот на такой ножке. Уже много раз пересаживалась, но пока что так. Вот такая вот красота. Так, мой Sunset Love. Что он нам скажет, что у него новенького, у Sunset Love? У Sunset Love были срезаны мною старые цветоносы. Один все-таки я оставила, он был более такой зелененький, я оставила. Другие вот посрезала, видите, они уже пожелтели. И вот вижу, новый цветонос появился. Так что все нормально. Будем, надеюсь, радовать цветением. Ну и здесь еще одна орхидея, о которой я вам рассказывала. Это моя была шикарная Dusty Belle, которая вот здесь восседала. И она дала детку. И вы знаете, детка очень долго сидела, не развивалась. Но потом, когда она вдруг начала расти, мамка начала пропадать. Возможно, я поливала хои, которые сверху висят над орхидеями, над этим столиком. И возможно, что скапнула водичка прям ей в середину, я этого не увидела, и она пропала. Ну, в общем-то, потихоньку мы с вами ее разбирали, и в итоге пришлось полностью снять вот вчера буквально последний желтый лист. Вот осталась детка. Может быть, стоит срезать вот этот пенек. Я возьму, наверное, секатор и аккуратно срежу вот этот вот оставшийся больной пень от мамки. Ну, надеюсь, что детка будет развиваться более охотно. Все-таки Dusty Belle, хотя имеет такой специфический аромат, который немножечко
отличается от, даже очень значительно отличается от Адорион, от остальных. Более, как на мой вкус, более приятно пахнущих фаленопсисов серии «Парфюмерная фабрика», но все равно приятно, когда она ароматит на всю комнату. Прям утром приходишь, с утра вот здесь падает утренние лучи солнца, и здесь стоит такой обалденный аромат. Ну и ринг здесь у меня стоит, красавчик. Когда ты зацветешь, когда ты зацветешь. Ну, ринг это вообще такая история. Пока любуюсь, он растет у меня с 1,7, пока любуюсь на его листики. Они такие гиганты вырастают со временем. Ну, не знаю, смогу ли я вырастить большой экземпляр, который у меня зацветет. Но пока что вот так. Так что, ребята, это все, что касается фаленопсисов в этой локации. Есть еще один фаленопсис здесь. Он у меня тоже в палагроне. И вот все-таки никак не разовьется его цветонос. Никак. Вроде как цветонос появился. Это неизвестная орхидея, подарена мне Надей. Это Надина работа, Надина кашпо, Надина орхидея. Я посадила в палагрон, корни растит, все удобряю, выпустил цветонос. Но хотя бы жду одного бутончика, чтобы идентифицировать, что же это за орхидея. Из орхидеи здесь у меня еще Берри Ода, который вижу, растит тоже цветонос. Очень приятно, очень, и не один. Вот второй. Это такой дендробиум. Кто хочет познакомиться с дендробиумами, это такой вид орхидей. Вот, кстати, вот еще один цветонос. Купите себе Берри Ода. А он весь в цветоносах. Вот цветоносы. Слушайте, тут, по-моему, что самое интересное, вот здесь он растит цветоносы даже на тех бульбах, которые уже цвели. И потом он весь покрыт симпатичными цветочками и очень радует. Он не ароматный, очень любит пить. Я вижу, что он уже просох, но он еще, я вам скажу, не совсем сухой, так чтобы... Так, сейчас, девочки, подождите. Я хочу его вытащить из кашпо. Да, он еще влажненький. Но я ему наливаю, девочки мне посоветовали, говорит, Аня, наливай ему воды в кашпо, так, чтобы он постоянно в воде стоял. Сейчас налью вот так сантиметра на 2, и он будет стоять. Но смотрите, у него со всех сторон цветоносы. Вау, просто. Вот это молодец. Вот это молодец. Тут еще один ринг у меня стоит, клещом поеденный этим летом. Ну, вроде как новый лист уже растет чистенький. Вот это было жарко на этом подоконнике, и его погрызли клещи. Он весь в санмайте. Там девчата мне писали, что надо чередовать. Я с перепугу несколько раз санмайтом его поливала. Надо его вообще полить. Вижу, что он требует влаги. Так, и хибики. Хибики обрастает тоже бутонами. Вот вижу. Видите, бутоны на хибике. Ха-ха, хибики будет цвести. Вот бутончики. Немного, но раз уже начал бутончики давать, значит, у него начинается период цветения. Он на старых бульбах цветет, прошлогодних. Да? Очень красиво цвел, мне понравилось, как цветет хибики. Тоже весь в обработке от клеща. Не трогаю его. В общем, вот так, друзья мои, вот такие наши дела. Здесь у меня еще котлейка выздоравливает. В общем-то, эта локация у меня каждый год вся в цветочках, очень нарядная. И бывало такое даже, что столько цветоносов много на орхидеях, что толком не видно даже горшки. Они вот так к окну тянутся и такие, знаете, прямо водопады из цветов. Дай бог, чтобы в этом году тоже повторилось цветение прекрасных орхидей, массовое, и чтобы мы с вами полюбовались. Так, у меня еще есть одна орхидея, которую я хотела бы посмотреть поближе. Это не фаленопсис, это капризюля моя, халкостилис
Sunrise. По-моему, так он называется. И тоже по причине такого, знаете, капризного в моих условиях характера, видите, вот корни у него как растут, был посажен в плагрон и спасен. И спасен. И вот начал уже вот потихонечку наращивать листочки. А Жорка там занят. Нашел погрызушку себе. И, короче говоря, я бы, конечно, хотела увидеть от него цветение, но рано. Ему надо прям реабилитироваться. И я увидела, что ему в плагроне очень понравилось. Видите, он запустил прям вот такие жирнющие корни свои. Ой, девочки, не вижу. Туда вовнутрь. Прям от шеи вышел такой мощный корень и пошел туда вниз за водой. Ну, надеюсь, что увидим его когда-то цветение, потому что, судя по картинкам из интернета, это очень симпатичная орхидея. Очень симпатичная. У нее, как у ринхостилисов, такой, видите, плотный листочек. Интересная. Очень интересно, но прям жду-жду. Цветок очень необычный. Все, друзья мои, всех обнимаю. Всем мира и добра. Сейчас хочу прям вдохнуть аромат этого красавца. Ой, вот он один, но он так пахнет, прям вообще. Сегодня в Одессе солнечно, хоть и прохладно. Но вот эта вот прелесть прям греет душу. Вот один, но зато какой. Ой, какой ароматный. Ну, для меня это прям удовольствие. Похож на что-то, ну, вот, запах, аромат похож на цитрусовые. Напишите, как вам слышится аромат именно вот этого желтого шоколада. Чем он вам пахнет? Мне вот цитрусом пахнет, какими-то специями, цитрусом. Такой клевый. Все, друзья мои, обнимашки, жду вас в комментариях и до встречи в следующем видео. Надеюсь, что скоро уже будем любоваться цветочками.